Это специальный выпуск корпоративного подкаста «Билайн Казахстан. А что, так можно было?», посвященный 8 марта – женскому лидерству и силе. В нем мы поговорили с 3 руководительницами из разных направлений о том, как находить уверенность в себе, справляться с сомнениями и двигаться вперед. Надо выбрать то дело, которое ты будешь любить. Твоя работа должна доставлять тебе удовольствие. Ты должен получать кайф от своей работы. Расставлять приоритеты, не теряя себя. Не ждите никогда, когда дети подрастут, когда, кредит закрою. Он уже вот тут. Смело идти за своей мечтой и пробовать новое. Была бы цель, ресурсы найдутся. А учитывая наш проект, это мощнейший ресурс, чтобы пойти, наконец, к своей цели. И почему так важно поддерживать женщин в карьере. За каждой успешной женщиной стоит очень много женщин, которые ее поддерживают. А еще мы обсудили новую программу женского лидерства «Аельдер Power», где наши гости выступят в роли наставниц. Обо всем этом и многом другом в этом выпуске. Приятного просмотра! Всем привет! Рада всех видеть. И у нас сегодня вообще прекрасная такая компания девушек, которые вдохновляют и мотивируют, мне кажется, очень многих в компании. И сегодня у нас запись нашего корпоративного подкаста «А что, так можно было?». И тема сегодняшнего нашего подкаста – все, что, мне кажется, очень сильно сейчас витает в воздухе везде, про женское лидерство, про стойкость, вдохновение, мотивацию и вообще все, что происходит в жизни женщин, особенно женщин, которые строят свои карьеры. И я хочу представить сегодня в нашей студии руководителей разных подразделений в нашей компании. Хочу представить Юлю Кутищеву, Асель Данеш и Сабину Баратову. Девушки, спасибо большое, что вы согласились и выделили время сегодня прийти на наш подкаст. И если вы немного о себе расскажете, что вы делаете в компании, какую роль занимаете, и потом мы уже поговорим тогда на темы, которые вообще сегодня будут задействованы в подкасте. Юль, давай с тебя начнем. Я работаю в компании уже более 20 лет. Я являюсь руководителем IT-дирекции на текущий момент. У нас большая команда, она немного разделена сейчас уже с Каскодом. Но если объединить всех айтишников вместе, нас 700 человек. Это достаточно большая компания, и команда около 700 человек. Вау, это очень круто. Круто. Юля, ты где начинала в компании? Я начинала в колл-центре, с оператора колл-центра. Кузница кадров. Да, колл-центр. Отлично. Асель, наверное, теперь сразу к тебе, подтвержу, что колл-центр – это кузница кадров, потому что я тоже начинала свой путь именно там. Сейчас я руковожу этим колл-центром. На сегодняшний день у нас в моем подчинении, в подразделении 567 человек. Это такая большая армия наших солдатов, которые обслуживают клиентов, помогают им, заботятся о них. А если говорить о моей карьере, то за 12 лет я работаю в команде и в компании. За 12 лет разные позиции примеряла на себя, но всегда это было про людей, о людях и вокруг сферы продаж, сервис, обслуживания и так далее. Боже, я люблю, когда говорят, что это про людей о людях. Сабина, расскажи, пожалуйста. Да, всем привет. Я слушала Юлю, вспомнили мы, что я тоже больше 20 лет в компании. Начинала я, правда, не с колл-центра, а с кассы. Мы были по соседству. Да, мы всегда работали по соседству в одном офисе. А сейчас я руковожу подразделением операционного центра обслуживания в дирекции поддержки бизнеса. Послушала вас, у меня самое маленькое подразделение, 90 человек в подчинении. Главное качество. Да, но мое подразделение отвечает за то, чтобы обеспечить операционную часть, чтобы бизнес работал как часы. И мы вас очень любим. Спасибо, это очень взаимно. Знаешь, дело не в количестве. Когда 3 умеешь. Да. Москва слезам не верит. Главное, 10 научиться. Слушайте, я среди вас в Билайне, наверное, самый молодой по стажу работы, потому что я только 6 лет. 6 лет. Значит, 8 лет будет в Казахстане работать. Я надеюсь. В Казахстанском, да, и 2 года в Билайне, Таджикистан. Я тоже карьеру начинала когда-то с операционного управления, где тоже перебирала бумажки какие-то для очень крутых экспертов. И мне кажется, очень похожие такие карьеры. Если говорить про карьеру, раз мы уже начали, вы вдвоем с колл-центра, ты начинала в кассе, да, расскажите, пожалуйста, что было именно в начале вашей карьеры
таким, наверное, толчком каким-то, да, таким пушем, не знаю, там, с волшебным пенделем, когда вы подумали, что, я точно хочу двигаться дальше, я точно не хочу сидеть на одном месте, мне точно нужно какое-то развитие. Вот, может, каждый из вас поделится каким-то вот... Да, с удовольствием, давай Может, расскажу. кто-то тебе сказал, Юля? Нет, знаешь, это было по-другому. Давай. Я пришла в колл-центр, зная, как бы, что я хочу двигаться дальше сразу прям. То есть ты прям у тебя была уже... Да, смотри, я закончила университет, вся такая была там, хорошо закончила. И мне все говорили, ты что, в колл-центр пойдешь? Я говорю, да, я пойду в колл-центр, потому что у меня там работала моя подруга, я уже вот девочкам рассказывала до этого. И я ее встретила, мы с ней учились вместе в школе. Я ее встретила, и я посмотрела, она работала вот тогда еще в Кей-Мобайле, в колл-центре. И она такая была модная, знаешь. Могла покупать какую-то одежду модную. Думаю, вот, блин, девчонка классно живет, надо обязательно то, что туда устроиться. И она мне посоветовала, дала мое резюме, там как раз тогда был набор в колл-центр. Я прям целенаправленно шла оператором работать. Мои друзья надо мной тогда смеялись, говорили, ну что ты, надо было вот 4 года учиться. С дипломом в колл-центр да, идти. И в колл-центр. А я говорю, нет, надо, это ж классно. И я попала в такую интересную, знаешь, команду. Там так все было... как бы зажигательно, знаешь, столько драйва, все молодые. Тогда еще колл-центр был маленький. Я помню. Конечно, мы на этом и держимся. Вообще, я считаю, что это самый яркий шаг в моей карьере, вот эта работа в колл-центре. Потому что там я научилась всему, что я умею, и на протяжении 20 лет я вот это вот развиваю. Именно те навыки, которые я получила, работая оператором. Потому что ты же на фронте, да, тебе постоянно, ты с людьми работаешь, люди разные, кто-то злой, кто-то хороший, кто-то добрый, да, там. И ты вот эту вот историю про эмпатию ты прочувствуешь там. И причем ты еще знаешь все процессы. Ребята, которые работают в колл-центре, я считаю их суперпрофессионалами, потому что они знают все процессы нашей компании с самых-самых истоков. Мне кажется, вы втроем, все трое, такие монстры, которые всегда могут хакнуть систему, процессы в компании и добиться того, что хотят добиться. Потому что мы оттуда начинали. Вы знаете. Мы знаем начинку. Мы знаем начало. Супер. Мы работали с клиентом. Это очень важно, как бы знать своего клиента, кому ты предоставляешь сервис. Супер. И чувствовать Откуда его у тебя проблемы. IT появилось тогда? У меня IT-образование. Ага. У меня IT-образование. То есть ты с IT-образованием Да. пошла в колл-центр? Да. С дипломом программиста и преподавателя информатики и экономики я пошла работать в колл-центр. Специально, потому что я хотела оказаться в телекоме в этой компании. Слушай, это же вот про то, что сейчас мир очень нелинейный, и твое решение, оно было нелинейное. То есть обычно там ты закончил IT, да, и ты идешь куда-то работать разработчиком. Ты идешь в какую-то IT-компанию. Это очень круто. Окей. У меня это было неосознанный выбор вообще, потому что я закончила школу, мне было 18 лет, я только искала себя, поступила на заочное. И в Шымкенте, я родом из этого города, Билайн является таким крутым работодателем и по сей день. Билайн является не только в Шымкенте, работодателем, для Шымкента это было вообще там овертоп. И я такая пришла на собеседование вот с первого дня, как только я вот посмотрела видео, нам показали там 5000-ный абонент, который позвонил в колл-центр, я это видео увидела, все во мне что-то вот перещелкнуло, я говорю, я хочу здесь работать. У меня прям аж мурашки. Я вот всегда говорю и своим ребятам говорю, и вообще делюсь часто своим опытом тем, что вот ни одного дня не было, когда я жалела или хотела уйти. Всегда говорю, вот у меня всегда есть это. Да, я в HeadHunter один раз обновляла резюме свое. Вот просто вот мне было интересно посмотреть рынок, что происходит, и вообще никогда даже не думала о том, чтобы покидать компанию, потому что здесь есть все возможности для роста, для того, что мне нравится. И, это правда. Это правда, да. Это не реклама Билайн, конечно, но тем не менее это честно. Это вот честно. Вот. Что касается, где я пуш словила, наверное, я самая старшая в семье, дочка, я самая старшая там внучка, и меня всегда учили вот этот. Асель, команду собирай свою и уводи куда-нибудь далеко, чтобы их не слышно было, не видно, и вот прям, чтобы было тихо. И вот, наверное, вот этот навык, он у меня там ярко отображался, и меня руководители сами начинали там типа, давай, Асель, ты вот этим проектом займешься, вот это вот будешь делать, и это у меня получалось, потому что у меня это получалось легко, потому что это вот, опять же, с детства, да, я этим занималась.
И все, и вот после этого я как только начала видеть результаты, горящие глаза у ребят, иногда даже у людей, я же тоже, оператором была еще, мы продавали, я в телемаркетинге работала, у ребят, с которыми я там коучила, беседовала, наставляла, продажи шли лучше, чем у меня. Всегда даже, вот не иногда, вот всегда мне говорили, ты классный там наставник, самой результаты не такие, вот как-то так. Слушай, это классно, да, это про то, что ты, во-первых, не боялась делать что-то новое, да, а второе, ты очень умеешь хорошо делиться тем, что ты знаешь, и то, что умеешь делать. Это очень круто. Спасибо. Супер. Сабин. Ой, я хочу рассказать историю вообще такой смешной. Мне кажется, я родилась с задачей оптимизировать. Мне было лет 7, у меня братишки 2. И, понятно, родители работают и говорят, надо дом прибраться. Я так сажусь и говорю, я нарисую тебе паспорт, ты за это помоешь пол. Тебе я нарисую собачке паспорт, ты там что-то сделаешь. И мама приходит, говорит, все успела, когда успела? Я такая, весь день работала. И мама говорит, ты вот прям, наверное, руководить будешь. Вот. А если... Теперь мы знаем, как центр обслуживания работает. Главное, работает. Результат главный. Да. А на самом деле, я когда пришла в компанию на позицию кассира, я осознала, что мне скучно. И я понимаю, вот сейчас слушаю вас, я понимаю, что моим драйвером является скука. Как только мне становится скучно, я начинаю лезть к другим людям, другие подразделения. И начинаю говорить, почему вот так работает? А давайте по-другому попробуем. И на самом деле, вот я сказала, что я работаю больше 20 лет в компании, я уходила на 1 год ровно. Я смеюсь, всегда говорю, замуж сбегала выйти. Я ушла работать в университет, и причем, причины уходить были такие, что я выгорела, на самом деле. Я пришла на самую базовую позицию в универ, привычка, да, видимо. И я пришла и говорю, а почему так работает? Он говорит, не знаю, мы всегда так работаем. Я говорю, надо менять. И потом вот опять такие из-за скуки опять начала там что-то менять. Поэтому, видимо, это такой пушинг, когда тебе скучно, ты начинаешь расти, а когда ты растешь, мне кажется, вот это уже становится таким естественным путем, что тебе больше некуда пойти, только вот дальше. Лень и скука, да, драйвер роста. Да, вот мне кажется, когда лень и скука, возникает какое-то чувство, вот это сейчас такой самый большой тренд есть, я обычно рассказываю молодежи про это, любопытство. Да. И вот это любопытство, оно всегда приводит к какому-то всегда постоянному росту. Ты всегда любопытен, ты всегда пытаешься что-то для себя найти. Я подтвержу, потому что Сабина работает в моей команде, и Сабина каждый раз приходит и говорит, слушай, мне уже здесь скучно, надо что-то еще сделать. Расскажите мне про эту сторону, расскажите мне про то, дай мне этот проект. И это как раз про любопытство. Это очень крутой навык и очень классно. Слушайте, классная история, когда так все красиво, диплом, я пришел, там я умел. Точно есть что-то, что не получалось, или то, что было таким каким-то вызовом, может быть, какое-то сопротивление, вызов, какие-то ошибки, фейлы. Потому что, очень много историй про success story, да, успешный успех, женские истории успешные, такие мы все картинка инстаграмная и так далее, что мы управляем, балансируем, и это все классно получается. На самом деле, за этими кадрами, да, стоит 99% большой работы, где-то слез, где-то пота, где-то, я не знаю, разочарований и так далее, да. И, скорее всего, у каждой из вас есть какие-то истории фейлов, разочарований, может быть, сопротивления, вызовов. Может быть, вы поделитесь этим? Мне кажется, людям точно об этом будет интересно узнать. Давай, наверное, я начну, потому что, честно говоря, я бываю на собеседованиях, извини, конечно, хоть HR-директор, я считаю, что этот навык... Давай я еще признаюсь тоже. Я тоже бываю на собеседованиях, извините, я сама HR-директор. Да, никто не запрещает. И часто задают же, да, ребята на собеседованиях часто задают вопрос, твой самый большой провал, твое самое большое достижение, и мне всегда сложно ответить на этот вопрос. Потому что я, честно говоря, не могу сказать, что я в жизни какой-то провал испытала. Бесспорно, есть ошибки, они есть каждый день. Каждый день мы совершаем ошибки, каждый день у меня есть инциденты и куча каких-то сложных историй, которые надо решать. Наверное, знаешь, вопрос, как ты к этому относишься. Фокусируешь ты на этой ситуации как на ошибке, как на провале, или ты на нее смотришь как на какую-то возможность посмотреть на ситуацию по-другому, да, либо это наоборот ситуация, которая подстегнет тебя к другому. И если сейчас посмотреть на всю эту свою жизнь, да, которая у меня была карьерная,
Я не могу вспомнить. Есть одна история, которую я рассказываю всем, когда меня спрашивают дежурная, да, про то. Вот самый большой провал. У нас был дорогой проект. Дежурная история. Дежурная, она реально дежурная история. Применяйте ее на интервью, когда ходите. Ну, я теперь, наверное, поменяю, уже теперь про это все знаю. У нас был один проект, который мы делали, стоимость этого проекта была $1 миллион. $1 миллион. Мы попытались фиксу пересадить вот там с текущей системы, где она сейчас до сих пор живет, с Платекса в ансамбль, да, там мы потратили кучу инвестиций, но при этом заказчик этого не хотел. И понятно как бы было, что мы какую-то сами себе IT-историю придумали, что вот так надо с точки зрения IT, и мы там вот пытались это сделать. И эта история как бы меня действительно многому научила. Я не скажу, что она сделала там какую-то карьеру, да, потом для меня. Нет. Но я всегда обращаюсь к этой истории и думаю, потому что вот что бы ты ни делал, надо подумать, а зачем? А зачем ты это делаешь? Ну, к чему это, каким результатом приведет все-таки? Это деньги компании, да, это куча персонала, которые тратили на это время. И, наверное, ну, как бы я всегда после этой истории думаю про то, что надо сначала реально спросить и проанализировать, а надо ли это? Не всегда красиво, надо. Иногда можно поступиться этим. А так, ну, конечно же, куча ошибок есть. Но я считаю, что все эти ошибки приводят нас. Кстати, у айтишников есть классная фраза, я ее тоже часто на своих выступлениях говорю, что ошибки уточняют путь. Да. И мне кажется, это очень круто. Задают вектор, да, помогают тебе в следующий раз не совершать таких ошибок, и ты, возможно, в следующий раз, там, отступив один раз, идешь на 2 шага вперед. Но при этом еще это про ошибки, когда ты должен воспринимать эти ошибки и из них делать уроки. Конечно. Да. А не просто ошибка, ой, ну я ошибся, в следующий раз я еще раз ошибусь. Нет, ну как Слушай, бы... а знаешь, еще очень важно, когда компания позволяет тебе ошибаться. О, это важно. Это должна быть культура, и вот я считаю, что в нашей компании есть такая культура. Должна быть культура, ну как бы, когда ты можешь делать ошибки. Да, ты их не повторяешь. Но здесь, мне кажется, еще нужно очень четко понимать, людей учить ошибка-ошибки рознь. Уровень риска всегда просчитывать, да, и особенно когда ты на руководящей позиции, очень важно, чтобы ты понимал, что такое управление рисками, какие уровни рисков есть, и рассказывал об этом и учил об этом, наверное, своей команды точно. Ну, вот это тоже очень важно. Да, мне когда-то, кстати, очень интересная фраза, я теперь всегда ее задаю, когда ко мне приходят и говорят, риски берем на себя. Я всегда говорю, кто будет платить за эти риски? За эти риски, да. Да, чтобы люди сразу понимали уровень ответственности, да. Вот. Но если, раз уж я микрофон взяла, про ошибку, наверное, она не такая дежурная, но я вот как раз говорила о том, что я уходила из компании. Это моя такая незакрытый мой гештальт. Я тогда только-только стала руководителем, у меня был небольшой отдел, и у меня было такое, знаете, отношение, когда вот есть менеджер-эксперт, ты тащишь все сам, все делаешь сам, никому не доверяя, все перепроверяешь, такой микроменеджмент жесткий. И я проработала в таком режиме 3 года. Потом я просто поняла, что я не хочу вставать с кровати. Вот, и я тогда встала и ушла, потому что я поняла, что я уже буду вредить, а не помогать. Вот, но какой урок я из этого вынесла? Я научилась делегировать, научилась доверять людям. И вот когда у меня спрашивают, какой бы совет вы могли дать новым менеджерам, я говорю, не тащите на себе, умрете раньше, чем попытаетесь вырасти. Ну да, это про то, что ты можешь быть более эффективным, делегируя какие-то задачи, и давать больше ценности бизнесу и своей команде в том числе, нежели сидеть и микроменеджерить. Да, это очень крутой вывод. Я всегда вспоминаю, прости, пожалуйста, всегда вспоминаю про эту ошибку, когда там пытаюсь куда-то опять залезть, такая, подожди, зачем? Ты не даешь и людям вырасти, и себя тормозишь. Супер, вот прям, я бы там сказала бы, это вот как один из таких лайфхаков для там какого-то роста, для карьерного в том числе. Да, я тоже соглашусь с коллегами о том, что ошибки, они происходят каждый день. Важно их замечать, отмечать и делать выводы. Не буду повторяться. Я бы, наверное, сказала бы про вызов, который я сама себе устроила когда-то. Мне было 24 года. Я девушка из другого города, переезжаю в Алмату с очень традиционной такой казахской семьи. У меня никто не уезжал, ни мальчики, ни девочки не уезжали. А я такая во всей родне такая говорю, нет, я поеду жить одна в Алмату, я хочу там карьерную тему. Плюс в Шымкенте я уже там чувствовала себя супервайзером. Ну, то есть я была супервайзером, чувствовала себя такая вот самая крутая руководительница. Приехав в Алмату, понимаю, что, ну, как бы вообще мой не котируется вот это вот все, мой пафос, да, и приземлилась очень быстро. Вот. Но факт в том, что это было достаточно сложно для меня, рискованно,
потому что я прям с теплого места, можно сказать, да, там с тем, что там выстроены все процессы, тебя все знают, не нужно заново рассказывать, кто ты такая, показывать и так далее. Переехала в Алмату, перешла там в штаб-квартиру, где нужно было заново каждый день показывать и объяснять, кто такая там Асель Данеш и почему она должна здесь работать. Вот на эту тему я бы, наверное, хотела бы дальше продолжить дискуссию. Почему? Потому что он, очень близок мне тоже, да, про стереотипы. Это больше, наверное, про женские стереотипы и вообще про стереотипы, про женские стереотипы и построение карьеры для женщин. Почему? Потому что я сама родом из Таджикистана, очень консервативная страна, где у женщины есть свое место. Наверное, это, не хочу никого там, не у всех, конечно, но в большинстве случаев сама культура, ментальность людей. Мне кажется, и в Казахстане где-то, может быть, на юге где-то есть, да, такое сильно. Тут, наверное, с Шымкента, скорее всего, присутствует моментами где-то такое. Вот. И как будто бы эта история вот этого стереотипа и отношения к женщине и построить карьеру женщине в большой корпорации или вообще там международную карьеру, да, она как будто бы не очень выполнимая для многих. В эту ментальность. Да. И когда ко мне приходят и задают вопрос, а как у вас так получилось? Это я всегда говорю, что где-то мне повезло, наверное, с моим папой, который очень сильно, да, меня вдохновлял и давал очень много возможностей. Мне всегда в моем окружении попадались там те же самые там мужчины-руководители, кто поддерживал, помогал, там, вдохновлял, в том числе мне давали возможности. Сталкивалась ли я где-то с предвзятостью и с недооцениванием меня как эксперта, потому что я женщина? Скорее всего, да. Приходилось ли мне больше делать шагов и усилий, чтобы чего-то добиться? Наверное, да. Потому что, как бы мы ни говорили, мир мужской. И бизнес – это мужской мир. Да? Вот. И вот здесь вопрос вам. Что из каких-то стереотипов, которые есть вообще в бизнес-мире или в построении карьеры, с чем вы сталкивались, что для вас близко или, может быть, слышали, или, может быть, где-то вы лично с этим, был какой-то личный опыт. Если был, то как справлялись, да, и если не был даже, что бы вы рекомендовали молодым девушкам, женщинам или тем, кто только-только начинает строить карьеру, вот в этой истории? Скажу честно, я не часто сталкивалась с такими стереотипами. Хотя в IT. Да. Тоже. И это вообще, кстати, наоборот, блондинка в IT. Я видела такую статью про тебя. Такая прям шутка, да, прям молодая. На тот момент я еще была блондинка в IT. И это мне, наоборот, помогало, да, потому что... Ты прям сломала сейчас весь стереотип. Блондинка в IT. Сейчас уже все. Это уже не стереотип, понимаешь? Сейчас очень много красивых, там, модных, современных девчонок в IT. Это уже, раньше IT было чуть-чуть другое, да, это было как-то такая, не тренд еще. Да. И вот мне, например, это помогало. Да? Мне это помогало, потому что ко мне приходили там вендора, мужчины, как ты правильно говоришь, IT-мир тоже на тот момент тоже был мужским. И они как-то сначала недоверительно относились, а потом, когда они понимали, что ты вообще в теме диалога, что ты понимаешь, о чем ты говоришь, очень быстро ты завоевываешь это уважение. Ты говоришь недоверительно, потому что ты девушка недоверительная? Или вообще, наверное, ты приходишь, молодая? ты заходишь в кабинет и ожидаешь увидеть какого-то там, наверное, парня, такого же, как ты, там, или мужчину, там, взрослого. Это еще достаточно взрослый, да? Там. Всё-таки... А они открывают кабинет, и там сидит там, достаточно молодая девчонка, еще, как бы блондинка, да? Но это, возможно, восприятие самого человека. Вот, например, Юля... Но это стереотипы. Да, это стереотип, но ты же можешь примерять этот стереотип и жить в нем, и видеть везде его. Или наоборот, как бы говорить, да, в принципе, нормально все. Для меня это было нормально, да, я не просто так оказалась на этой позиции, потому что я много работала, я хотела к ней прийти, и я к ней пришла. Вот поэтому для меня этого стереотипа не было. Но я знаю, что часто девушки с этим сталкиваются, и не только в IT. И даже, давайте честно, даже мы иногда, как руководители, когда смотрим, кого набираем, думаем, девчонка не замужем, а может завтра в декрет и так далее. Хотя я всегда пытаюсь это откидывать, потому что я считаю, что даже когда девочка приняла решение родить ребенка, если она хочет выйти замуж, строить карьеру, если она при этом хочет строить карьеру, она будет такая же продуктивная, нежели она там не рожает. А можно здесь я такое немножко вставлю? Есть исследования, кстати. Исследовали женщин и мужчин.
И женщины, которые после декрета, которые родили и возвращаются на работу, они более лояльны, более продуктивны, эффективны, нежели мужчины, которые возвращаются, или нежели мужчины, которые работают давно в компании. Почему? Потому что у женщины возникает в этот период, то есть это физиологические изменения, да, очень разные изменения, которые происходят, у нее возникает инстинкт самосохранения, инстинкт заботы и сохранения своего потомства и своего ребенка, заботы о нем, и она начинает становиться более продуктивной. Поэтому вот этот вот стереотип, что давайте не будем брать женщин на работу, потому что она только родила или из декрета, вот здесь, мне кажется, Я такой согласна. большой вопросик. Особенно, когда ты прошел сам этот путь, Да, и ты понимаешь, да. на что ты способен. И вот здесь мужчины, простите меня, здесь, наверное, женщины как бы обладают уникальной возможностью, потому что нам это дано, да, как бы природой, мы можем это пережить, и это же потом безумный подъем сил. Да. Тебе Да. надо и там успеть, и здесь Но, кстати, успеть. вот ты сейчас говоришь, извините, мужчины, но когда мы запускали в компании проект по декретницам, когда мы дали декретницам возможность, даже если ты уходишь по уходу за ребенком, ты остаешься на связи с компанией, у тебя есть доступ к академии, Да. ты можешь обучаться, ты видишь все эфиры, тебя не выключает компания. Из этого вот на самом деле, когда я задумываюсь, почему мы этот проект когда-то завели, идея этого проекта, просто мы с Евгением сидели, обсуждали с нашим SEO, да, какой-то кейс с декретницами, и он мне такой говорит, слушай, а если мы сделаем? И здесь у меня такое, блин, это сказал мужчина, вау, это вообще круто. Это классно. И да, это очень, мне кажется, круто. Это большой прогресс вообще, что мужчины задумываются о том, что их-то это не касается напрямую, и они не могут это вот, как, например, Юля, да, там, уходя в декрет, прочувствовала на своей шкуре, так сказать, они об этом задумываются. Я, наверное, тоже добавлю, что декретниц брать вообще нормально на работу, это абсолютно хорошо, потому что вот все декретницы, которые выходят у меня, они говорят, мы отдыхаем на работе. Вот спасибо. Вторая сторона. Да, у меня Ты забрала мою историю. Я как раз хотела сказать, что я люблю декретниц. 5 дней, говорит, выходных от семьи, 2 дня, говорит, я там пашу капец как, потому что да, дети забирают все внимание. Вот. Я человек одной компании, вот работала всю жизнь в Билайне, поэтому и у нас корпоративная культура абсолютно такая лояльная в этом плане, и нет гендерного различия. У нас даже 8 марта отменили, да, как бы. Да, об этом я сейчас расскажу, почему мы Да, отменили. я знаю предысторию, да, поэтому и говорю, что абсолютно никакого разделения не чувствовала. Я последний раз смотрела эфир, я понимаю, что у нас 51% сотрудников это девушки, да, и больше, Да, ты что? чуть меньше половины руководительницы. Да, то есть у нас 49% руководящего состава, состав девушки. ну, чуть меньше, да. И это круто, поэтому я, наверное, тоже не испытывала вообще никакого там буллинга или какого-то там неравного отношения ко мне. Я работала как с руководителями женщинами, так и с руководителями мужчинами, и тоже не могу их делить и говорить, что с мужчинами лучше, легче, или с женщинами лучше, легче, с кем-то профессиональнее, с кем-то менее, но никак не по половому признаку. Ну, я тут немножко разбавлю ваши красивые истории. Так, но причем я расскажу, знаете, такой очень интересный момент, что я столкнулась не со стороны мужчин, а именно со стороны женщины. И то есть и была такая история, типа, а зачем ты лезешь в эту историю? Тебе зачем? Тебе надо замуж, тебе надо детей, тебе зачем вот это все? А в силу характера, я такая, в смысле зачем? В смысле это вам надо, вы идите, а я вон туда хочу. Вот, поэтому да, я сталкивалась, но что интересно, не со стороны мужчин. Мужчины меня всегда поддерживали. Это не всегда же. Я когда говорила про стереотипы могут разные. Да? Почему ты замуж не выходишь? Почему ты не рожаешь детей? Там, зачем тебе строить карьеру? Да. И это не только мужчины могут эти вопросы задавать. Это вообще общий стереотип самого общества. Когда общество Да, относится вот к женщине. это, наверное, самый сложный стереотип. Это про общество, Да, я вот говорю. именно Здесь общества. мы не делаем про гендер. Мы здесь говорим вообще про то, как принято годами, веками в обществе. Ну да. Да, и все же ждут от тебя. Все ждут, когда ты выйдешь замуж, родишь ребенка, и все думают, что вот та жизнь. Я с этим точно сталкивалась. Ну да, вот потому я что вот про это. я вышла замуж в достаточно взрослом возрасте, да, мне уже было больше 30 лет. И как бы, и вот с 20, например, 5 и до 30 я это на себе чувствовала, потому что общество, мое окружение, не мои родители достаточно современные люди, и они как бы никогда про это не говорили, но вот мое окружение выжидало. И каждый там день рождения мне желали, что вот там карьера, а надо выйти замуж. И даже не поверите,
как бы в последний день рождения перед моим уже замужеством, мне было 30 лет, и я уехала специально из Алматы со своими подружками праздновать день рождения за границей для того, чтобы не слышать вот этих вот назиданий и пожеланий, потому что они меня так триггерили. Ну, как бы мне было так классно, я делала классную карьеру, я путешествовала, ездила. И с другой стороны, я думала, что мне надо было как-то оправдываться перед обществом, почему я до сих пор не вышла замуж, не родила детей. И это так смешно сейчас кажется. Всему свое время. Сейчас смешно, Да. а тогда было Мне казалось, что на меня прям давят. Наверное, каждый, да, из вас это ощутил? Может быть, Я только сейчас ты нет? в этом состоянии нахожусь же, потому что мне 30 лет, я не замужем, у меня нет детей. Вы рассказываете мою историю. Просто мой сценарий забрали, да. Да, я могу сказать, Юль, что я чувствовала это, потому что, живя в Таджикистане, у меня сестренка вышла замуж, ей только исполнилось 18 лет, у нее уже был ребенок. Я вышла замуж, мне было уже 24, родила в 25. Это была совершенно там белая ворона в сообществе, которое, тогда уже в 25 у девушек по 3, по 4 детей. Вышли замуж, родили детей, кто-то только собирается или кому-то задают эти вопросы. И очень много, наверное, такое витает всегда про карьеру строим, такие успешные, добились уже очень многого, да, там есть семья, есть там какие-то достижения, путешествуете много, да, там обучаетесь, развитием своим занимаетесь. Как балансировать? Вообще существует этот баланс? Я сразу скажу свое мнение, забегу вперед, я не верю, что есть баланс. Да? У меня на этот счет есть свое мнение, я с ним тоже всегда делюсь. И как-то, когда я делилась в социальных сетях, там кто как к этому относится. Вот. Как у вас с балансом? Интересно. Ты же мама 3 детей, при этом мама еще 3 детей, директор директор огромной компании. Да, путешествую. И ты считаешь, что нет баланса? Баланса нет, не существует баланса, и у меня на этот счет есть свое мнение. Вот как для вас? Я тоже не могу сказать, что есть стопроцентный баланс. Ну, баланс это что? Это когда 50/50, и там хорошо, Да, и там хорошо, и там хорошо. Нет, так не бывает. Или хорошо и там, но тогда тебе нехорошо. Потому что ты должен быть и там. Конечно, всегда приходится отъедать. Либо там кусочек, либо там кусочек. Но есть куча лайфхаков, которые позволяют отъедать немного, да? Допустимо, так сказать. Без вреда, экологично, да? Наверное, вред мы тоже наносим, если сейчас посмотреть на моих детей. Знаешь, как мои дети играют в маму? Для меня это совсем недавно было откровение. Моя дочка достает что-то типа компьютера и говорит: коллеги, здравствуйте. Вы понимаете, что мы сейчас формируем другое вообще мышление мамы, то есть портрет мамы у девочек? Я, честно говоря, даже не знаю, хорошо это или плохо. Работает. Не знаю. Когда я спрашиваю своих взрослых, уже старших детей, потому что они меня практически не видели, если у них там, не знаю, сейчас же модно там к психологам ходить, травмы, там маму прощать или еще что-то делать. Они мне говорят: мам, вообще нет, вообще нам окей. Наоборот, я для них являюсь очень классным примером трудолюбия, целеустремленности и как можно быть self-made. И для них, наоборот, это является классным примером. То есть там нет обиды, что: мам, ты нам когда-то не уделила времени, ты там ездила в командировки, строила карьеру. Абсолютно нет. И это, мне кажется, такой внутренний мир, который мы можем выстраивать внутри своей семьи. Если твоя дочь открывает компьютер и говорит: здравствуйте, коллеги, это очень классно. Она уже в своем там небольшом возрасте уже знает, что можно говорить: здравствуйте, коллеги, открывай компьютер. Это очень классно. Я думаю, что тоже баланса не существует, потому что, во-первых, баланс у каждого свой. Кто-то будет чувствовать, что я, не знаю, 20% уделяю семье и 80% работы, и для меня это окей, для моей семьи это окей, и для моего работодателя это тоже окей. То же самое, больше уделять времени, меньше работе, не строить карьеру, приходить до 6 и уходить, и забывать про это потом о существовании того, что у тебя есть должностная инструкция и прочее, и уходить полностью в семью, это вот про это. Плюс, мне кажется, еще временами может быть такое, что, то есть, завал на работе, приоритетные какие-то задачи, ты такая, и вот классно, чтобы тебя семья поддерживала. И с этой стороны, как работодатель, да, твой коллектив, твой руководитель, и здесь твоя семья, муж, дети, не знаю, мама, папа, кто угодно, вообще, чтобы они тебя поддерживали, помогали и принимали твою текущее состояние или текущее срыв всех дедлайнов и вообще пропущение всех каких-то активностей. На самом деле, мне кажется, здесь как раз-таки баланс – это про поддержку.
Без поддержки, без возможности делегировать что-то очень сложно на самом деле. Ну, Да. вот если убрать все там про успешный успех, то, что ты говорила. Есть поддержка, будет баланс, потому что это про понимание, про то, что сейчас чаша весов немножко сдвинулась в сторону карьеры, потому что там условно горит, но ты всегда стараешься, ну, во всяком случае, я на своем опыте всегда стараюсь это компенсировать. Либо там хорошими выходными, когда ты все выключил, и тогда ты как будто бы, мне кажется, это даже больше для успокоения себя, типа такой, я долг отдал, да, я в семью вот все, что отъел, вернул, но мне на самом деле помогает то, что поддержка большая от семьи. Очень Это большая. супер, это Потому прям что когда я говорю, мне надо лететь, ну, там, а у меня ребенок, я вышла с декрета с обоими детьми, когда им было по 3 месяца. И там, я когда собираю чемодан, нормально все. И у меня всегда, вот, кстати, тоже про стереотип. Мне говорят, куда ты едешь? Там малыш. У него есть папа, прекрасный папа. И он такой же родитель, как и я. Да. И с этим все окей. Вот, поэтому баланс это кстати, про опять-таки поддержку. про стереотипы, что у тебя есть ребенок, ты женщина, там. Да. Ну, мы оба родители, и мы имеем, ну, и мы должны научиться быть партнерами, да, в родительстве. Это тоже про это. Я когда говорила про баланс, есть такое вот это вот колесо баланса, да, жизни. И когда почему-то говорят про баланс работы и личной жизни, почему-то делят 50 на 50. Но когда ты рисуешь колесо баланса своей жизни, да, в нем есть там 6, 8, 12, 20 частей. И как из этих 20 частей может быть баланс, ну, мне кажется, очень сложно делать 50 на 50. Потому что работа – это часть твоей жизни. И там еще есть очень много-много составляющих этого пирога, не знаю, твое саморазвитие, как хобби, дети и семья, это тоже друзья, только дети, часть. семья – это тоже часть. И Нет, поэтому, абсолютно. когда говорят, есть ли баланс, я говорю, я не знаю, кто как может там нарисовать баланс в этом колесе, да, но есть разные части твоей жизни, которые в определенный период жизни, они где-то увеличиваются, где-то они уменьшаются. И здесь очень важно то, что ты, Сабина, сказала, мне кажется, про умение договариваться с партнерами, про умение договариваться со своими близкими людьми, потому что мы в какой-то период жизни, мне кажется, перестаем, разучиваемся просить помощи. А это так важно, Да. просто говорить, что помоги мне, потому что сегодня для меня вот эта история, там, не знаю, с построением карьеры, она очень важна, да? Да. А завтра, когда я построю карьеру, я смогу где-то найти больше времени, там, не знаю, я уже в субботу не буду сидеть там в офисе, а я буду в субботу проводить, полностью субботу будет с детьми и там, с семьей. Тоже баланс как будто бы какой-то. Ну, вот, да. Совершенно точно возможно уместить и карьеру, и детей, и семью, Это точно. и свои увлечения. Это возможно уместить. Мгм. Главное просто все распланировать так, чтобы у тебя было на это время. Супер. И это будет твой баланс. Да, И это будет твой баланс. да. Твоей семьи, Да. твоей команды. Тоже такая тема, которая очень много витает. Про сестринство. Мне нравится вообще эта тема про поддержку женщин с женщинами. Потому что обычно, ну, помните, да, такая есть фраза, когда за каждым успешным мужчиной стоит там женщина и так далее. А я когда думаю про женщин, я думаю, что за каждой успешной женщиной стоит еще много-много женщин, которые ее поддерживают. И мне кажется, Да. особенно в последние годы, вот эта вот женская поддержка, комьюнити, я называю это вот sisterhoods, да, сестринство, оно, мне кажется, очень большую роль играет. Вот как вы к этому относитесь? Что вы думаете об этом? Я очень это поддерживаю. Помимо того, что эта популярность обретает, она обретает просто к другим женщинам также относиться. То есть Да. у нас привыкли ли мы своим подругам, типа вот Нет, мы нет, подруги, это хорошо, прям да, а это это про прям- вот расширение того, что и любая женщина мне сестра, там, и любая женщина мне там подруга, я ей могу помочь. Про это, наверное. Я очень рада, что это развивается. Если говорить прям про мой опыт, это создание вот такого общества, где нет токсики, где абсолютно ты чувствуешь себя в комфорте, и мои подруги верят в меня больше, чем я в себя иногда. Да? Это же И очень круто. это очень круто, когда ты можешь прийти, вот face up table там сделать, все рассказать и поплакаться, вот, не знаю, быть там маленькой, хрупкой, беззащитной и просить помощи. И когда ты получаешь отклик, и получаешь такой большой выхлоп, и не просто там «мы за тебя, мы в тебя верим», а реально какими-то действиями. Очень много кейсов было у меня вот в жизни, когда я получала вот такое вдохновение или черпала их со своего общества подруг. Вот я каждой девушке желаю и рекомендую создавать
уходить из общества. Вот иногда есть такая боль, когда ты не можешь уходить, потому что, ну, там, энное количество лет продружили, там, уже вместе огонь и воду прошли, но при этом это общество уже тебя не драйвит, оно там тебя, например, не знаю, тащит вниз, да, или там ты не получаешь энергии, наоборот, тратишь, и уходить оттуда тоже надо уметь. Уходить надо тоже уметь, и создавать надо уметь. И вообще я всем рекомендую создавать такое общество сестринства, где есть у тебя там классные подруги. Ты знаешь, мне как-то Тахмина сказала, когда я пришла и сказала: все, помнишь, сил нет, мне кажется, вот я вот так вот точно не смогу. И ты мне тогда сказала фразу, я все время, я такие фразы, кстати, записываю, я потом к ним возвращаюсь. Ты сказала, что окружающие оценивают и верят в нас больше гораздо, чем мы сами верим в себя. И когда мы говорим про сестринство, мне кажется, это тоже про вот эту силу, когда к тебе приходят, говорят: ты чё? Я всегда там, у меня даже мысли не возникало, да, что ты так не сможешь. Что значит не сможешь? Ты можешь, да. И вот это такая большая очень опора и поддержка. Вот тогда вот эти слова мне тоже очень сильно помогли. Ну, ты знаешь, да, с одной стороны, как бы я, наверное, эту фразу сказала, но с другой стороны, я очень сильно поддерживаю тему про уязвимость. И очень важно, чтобы у тебя, мне кажется, было, ну, чтобы строить какую-то карьеру, продвигаться вперед, да, при этом там иметь семью, воспитывать детей. Точно нужно признавать и уметь быть уязвимым. И при этом у тебя, ну, точно ты должен быть окружен людьми, которые даже когда ты слаб, когда ты уязвим, ты можешь прийти и сказать, ну, я вот в команду, вот Сабина знает, я могу в команду прийти и сказать: ребят, вот я вот этого точно не знаю, и вообще, короче, я буду 2 дня в таком состоянии, и вы меня должны просто простить, понять. Они мне говорят: все понятно, все нормально. Это как раз про большую силу, когда ты можешь говорить про свои слабости, про то, что ты можешь быть уязвим. Это как раз вот про то, что да, люди нас оценивают больше, чем мы сами себя оцениваем. Люди в нас верят больше, чем мы сами в себя можем поверить. Но при этом большая сила сказать, что все, я сегодня не могу, да, и дать себе возможность просто расслабиться и сделать, ну там, да, я окей, сегодня я не могу, я завтра встану, потому что в меня другие люди верят, потому что люди мне доверяют, потому что меня поддерживают. Я завтра встану, и я что-то сделаю. Но это же про опору, когда ты можешь кому-то прийти и сказать: ну вот все, я... В первую очередь про внутреннюю опору себя. И про себя. Про себе признаться. Найти силы, да. Слушайте, я вообще как бы... Мне кажется, сказать «я что-то не знаю» – это вообще классно. Да. Я вообще мало что знаю в IT, давайте по-честному, потому что он так развивается, это сфера, которая так развивается. Ну, ты окружаешь себя классными экспертами, да, у меня командой действительно сильной. Вокруг меня классные эксперты, которые, если что-то не знаю я, будут знать они. Ну, мне кажется, вот это еще один такой лайфхак для тех, кто хочет строить карьеру. Признавать то, что если ты не знаешь, да, ходить узнавать какие-то ответы, брать для себя и окружать себя людьми, которые тебя вдохновляют. Ну, я всегда стараюсь окружать, особенно женщинами. У меня есть прям ряд, там, список женщин, на которых я смотрю, они меня вдохновляют, они являются для меня ролевыми моделями, да, они для меня являются каким-то примером. Я думаю, боже, ну, конечно, я не точно вот так же хочу, да, но это люди, которые мне дают какую-то силу, какую-то энергию, ресурс, что-то делать дальше и не опускать руки, когда у тебя, ну, совсем ты думаешь: о, боже, нет, все, это какие-то знаменитые женщины? Нет, слушай, это абсолютно не знаменитые женщины. Я не говорю про это, то есть не Мэй Маск, не Опра Уинфри, не все эти люди. Это прям люди, которые есть в моем окружении, до которых я могу так дотронуться, да, и, может быть, они даже не знают. Но я когда на них смотрю, как они делают, что они делают, я думаю: боже, да, это очень круто. Я когда на собеседование иду, опять буду сейчас из своих записанных фраз: если ты зашел в комнату, и ты там самый умный, не твоя комната. Да, и я когда смотрю на людей, которых собеседую, всегда смотрю: человек может меня научить, надо брать. Да, кстати, это очень круто. Мы сегодня говорим, вот, кстати, Асель говорила про 8 марта. Ты сказал, да, мы отменили 8 марта? Мы отменили 8 марта. Отменили 8 марта. Отменили 8 марта. Мы уже несколько лет не празднуем 8 марта. Ты не заметила? Нет. Наверное, меня поздравляют. Компенсируешь с другой стороны. Смотрите, вообще, на самом деле, 8 марта – это прекрасно, когда нам дарят цветы, когда нам дарят подарки, говорят прекрасные слова и говорят о нас, какие мы
красивые, умные и так далее и тому подобное. Это, конечно, еще один дополнительный день, когда тебе это подтверждают, да. Но больше, наверное, 8 марта, то, что мы в компании для себя сделали, и мы же про равенство, мы про равенство не только там, когда к женщинам равно относятся, но еще и к мужчинам. И в какой-то момент мы задумались, что а почему мы отмечаем 8 марта женский день, а почему в компании официально не отмечают мужской день? Ну, как будто бы это же тогда не про равенство, это как будто про нарушение прав наших тогда мужчин, да, или там привилегия какая-то женщина. Почему? И что мы подумали? Мы подумали, что, посмотрели вообще на историю празднования 8 марта, и это же все-таки про развитие женщин, да, это про то, что про личность, про идентичность, да, про какую-то ценность женщины как личности, как человека, как профессионала. И для нас это в какой-то период, я тебе сейчас рассказываю, что мы перестали дарить сертификаты всякие в разные там на покупку помад, косметики, там 3 тюльпана и так далее, потому что, мне кажется, есть большая ценность в этом празднике, когда мы можем, не знаю, рассказать какие-то более интересные какие-то истории про другие примеры, вдохновить других женщин, и дать вот не просто рыбу, а дать вот эту удочку, на которую женщина может ловить эту рыбу, да, и строить какую-то свою профессиональную карьеру, там, жизнь и так далее. Вот, и поэтому сегодняшний подкаст, он как раз посвящен вот женскому лидерству, он как раз посвящен этому празднику, и именно этим подкастом мы хотели дать начало такому нашей программе, которую мы запускаем в нашей компании. Название казахское, и я могу ошибиться. Айельдер Пауэр. Айельдер Пауэр. Вот, я как раз вот начала ходить на казахский язык, я потом буду хорошо, правильно произносить это слово. Не только это. Не только это, но это первое Айельдер Пауэр, вот, женское лидерство. И я вас очень сильно поздравляю, потому что вы являетесь первыми наставницами этого проекта, этого движения. Я прям искренне надеюсь, и Латина, он там сидит за вот этими всеми софитами, да, человек, который, в принципе, является родителем этого проекта. Я очень благодарна вам, что вы становитесь наставницами этого проекта. У нас будут участницы этого проекта, которые будут писать, наверное, я точно не знаю, но вот Латина... Да, правильно буду говорить? Ты мне говори да, нет, чтобы я понимала. Вот, которые будут писать очень мотивационные письма, да, они будут делать заявки, кто-то из них будет выбирать вас, кого-то вы будете выбирать, может, какие-то истории или какие-то запросы вас вдохновят. И вот если говорить тогда про наставничество, да, расскажите, пожалуйста, есть ли вообще у вас какой-то такой опыт, может быть, мы обычно неосознанно где-то кому-то являемся наставниками, да, в своей работе, в жизни, в семье, в своем окружении. Первый вопрос, есть ли какой-то опыт? И второй вопрос я задам попозже. Опыт, да, бесспорно есть. Во-первых, я еще педагог по образованию. О, это круто. Педагог, и кто будет выбирать меня? Ты была в университете тоже. Я преподавала, но по образованию я психолог. А я дочь учителя. Тогда все пазлы сходятся. Все сошлось в одном месте. Что за чудо-женщины меня окружают? И опять же, в ходе работы в Билайне очень много приходилось быть наставником. Очень много людей мы вырастили, очень много ребят, да, там были какие-то программы от HR, да, в которых участвовали, были наставниками. А вообще, мне кажется, что я уже достигла некого такого дзена, когда я хочу не просто потреблять, а хочу еще и отдать. Да, я уже собрала много там каких-то лайфхаков, да, и потому, как делать баланс этой личной жизни и работы, и потому, какие гаджеты нужно использовать для того, чтобы они сами пылесосили, например, да, там, а какие-то другие, которые помогали делать презентации. Вот, и мне хочется делиться. Мне хочется делиться, да. И я вот дошла, наверное, до того уровня, когда хочется уже отдавать. Блин, это супер. Я всегда говорю, что делиться – это счастье какое-то. Это как сосуд, который ты сначала выгружаешь кому-то, все, что у тебя есть, и он больше еще наполняется чем-то новым. Да. Опять же, от девчонок можно набраться новых знаний, умений. Слушайте, я являюсь ментором в Technovation Girls. Это молодые девчонки с 8-14 лет, и у меня сейчас
девочки, команда, которым 13-14 лет. Они делают очень крутой IT-социальный проект. Просто нереально крутое мобильное приложение они делают. В своем возрасте у них такой взгляд. Вы не представляете, я являюсь у них ментором, но сколько я у них собираю, когда они общаются, когда они что-то говорят, что-то делают, это просто нереально. Какие я получаю инсайты для себя. Это просто... Наставничество всегда про две стороны. Да, когда ты делишься и учишь чему-то, а потом получаешь фидбэк о том, что все это классно работает, спасибо большое. Я даже вот так делаю иногда, типа, да, классно. Оказывается, да, это работает, да. Потому что как бы одно дело советовать и так далее, а другое дело, когда это рабочий инструмент, и ты его тоже себе там помечаешь, что вот это я должна буду постоянно рекомендовать. Ну, наверное, мой путь, он как раз-таки вот в карьере и начался с наставничества. Я очень была жадная на информацию, вот получение этой информации. Хотела вот двигаться. Я помню, даже получила какую-то псевдопозицию, там, менеджер проекта. Мы тоже писали эссе, почему мы именно я должна попасть. Мне за этот проект, то есть я оставалась тем же самым оператором, тем же самым там, на этой же должности, с этой же зарплатой, с этой же часовой ставкой. Даже, наоборот, премию получала меньше, потому что я больше времени уделяла наставничеству. Но настолько это меня вдохновляло, что я могу делиться каким-то опытом, и меня слушают, и это потом работает, что я год работала на этой как бы позиции без там каких-либо плюшек, но получила вот за тот период, наверное, самый большой буст как в понимании, в сознании, в умении делиться этой информацией, делиться вообще знаниями. Супер. Ну, у меня прям такой официально выстроен, я там твой наставник не было, но я вот сейчас думаю про то, что Юля сказала, что там, учитывая, что мы руководители, действительно вырастили столько руководителей, вот, и некоторые из них до сих пор приходят ко мне за советом что-то спросить, но мне кажется, это тоже про наставничество, когда ты можешь там позадавать вопросы и где-то направить. А вот как вы думаете, если мы запустим эту программу, вот если уже так посмотреть вперед, конец года, что участницы этой программы могут для себя получить в этой программе? Ну, кроме того, что такие прекрасные девушки, руководители, очень успешные женщины будут у них наставницами. Ну, слушай, помимо того, что девочки могут получить прям реально работающие советы, как быть руководителем, как становиться им, да, девчонки еще могут получить уверенность, серьезную уверенность в себе. Знаешь, если бы мне в жизни выпала такая удача вот выбрать себе наставника, представляешь, кого-то там из топов, да я не знаю, наверное, я бы... Еще быстрее выросла. Уже была. Потому что мы же учимся у других, да? Да, точно. Вот как бы, здесь к тебе прям официально кто-то приходит и рассказывает. Тебе кто-то. Вот представляешь, тебя бы ко мне вот как-то представили, и я бы у тебя все это спрашивала. Еще бы лет там 5 назад вообще бы было бы круто. Вообще. Представляю. Или там кому-то из мужчин тоже неплохо было бы. Да, вообще всем нужно учиться, и всем нужно всегда там познавать себя. Я сейчас себя словила на этом вопросе, на профдеформации, что я хочу там какой-то сразу по смарту задачу поставить, типа, столько-то должны вырасти там после того, как мы их наставим и так далее. Но да, я согласна с Юлей, они получат порцию вдохновения, и это большая возможность и большая удача для всех, я думаю. Ну и где-то, может быть, получится соломки подстелить, где нам не подстелили. Конечно. Где-то помягче ошибки обойти. Ну это вот как раз про сестринство какое-то, когда ты помогаешь кому-то подниматься потихонечку, мягко и очень безболезненно. Я считаю, это очень крутой проект, потому что даже если завтра эти девушки решат строить карьеру не в нашей компании, это же какой успех нашего проекта, что человек настолько вырос и быстрее, да, такой лифт. Это очень круто. Все-таки в цифрах хочется вот потом замерить, еще 49% поменялось ли или не поменялось. Латина, ты слышишь, да? Здесь цифры хотят замерить все. KPI проекту определили. Да. KPI по проекту мы определили. Я бы хотела, наверное, точно хотелось бы какие-то от вас услышать личные месседжи вот для участниц этого проекта. Я не знаю,
обычно там говорят 3 пожелания, 3 главных слова, 3 главных совета. Вот я не буду вам сейчас ограничивать, просто какой-то личный месседж участницам проекта от вас, от каждой. Хочется сказать, что никогда не будет успешного, удобного момента для того, чтобы начать. Никогда не ждите. Начните просто вот прямо здесь и сейчас. Ну вот, наверное, это самое главное. Вот, не смотреть, не принимать чужие ограничения, потому что стереотипы – это всегда про какие-то ограничения и ограничения этих людей. А если ты живешь в этом стереотипе, значит, ты принимаешь эти ограничения, говоришь, да, я с ними согласна, я тоже с ним окей. Поэтому просто со всеми все окей, принимайте вызовы, не бойтесь ложаться, не бойтесь ошибаться, это нормально абсолютно, и не ждите удобного момента, часа, времени, обстоятельств, ситуации и так далее. У нас последний кейс, мы в колл-центре проводим конкурс, где лучшие сотрудники по итогам года определяются и летят за рубеж. И вот в этом году у нас выиграла одна девчонка, как девчонка, да, там, мать 4 или 3 детей. Вау. Да, она была в декрете, и вот буквально год назад вышла из декрета. Я же говорю, декретница – это сила! Да. Это сила! Да, пришла к нам в колл-центр, начала работать. У нее такой мотив, ее ребята, да, там сотрудники, дети ждут маму, и она вот прям стремилась, и сейчас выиграла вот поездку и полетит с мужем скоро отдыхать. Это очень здорово. Это вот очень круто. Да. Поэтому не ждите никогда, когда дети подрастут, когда там, не знаю, кредит закрою, когда... Подходящего момента, да. Он здесь и сейчас, он уже вот тут. Супер, спасибо, Васильевич. Я бы сказала, наверное, так, что была бы цель, ресурсы найдутся. А учитывая наш проект, это мощнейший ресурс, чтобы пойти, наконец, к своей цели. Супер. Если про советы, у меня вообще есть такая вот кучка, да, советов, которые я даю своим друзьям. Дежурные? Мужу. Они не дежурные, это то, что я себе в голове сложила. Я считаю, что это работает. Во-первых, надо выбрать то дело, которое ты будешь любить. То есть твоя работа должна доставлять тебе удовольствие. Неважно, где ты работаешь, неважно, ты сотрудник колл-центра, IT, кассы и так далее. Эта работа может быть интересной, она может тебя зажигать. И ты должен быть в кайфе, да, ты должен получать кайф от своей работы. Вот если ты несчастлив на своей работе, лучше не надо этим заниматься. Уходите лучше там, находите новый свой путь, но ты должен приходить на работу и быть там счастливым. Работа должна тебе давать счастье. И тогда у тебя будут и деньги, и позиции, и достижения, и классный коллектив, и окружение. Только вот это самый главный принцип. Я даже мужу всегда говорю, он там что-то говорит, я говорю, если ты несчастлив, уходи, иди ищи другую работу. Поэтому много меняет у компании, а я все работаю в одной. Все ищет счастье. Да, а я вот считаю, что как бы мне повезло, я нашла, я очень люблю свою работу. Вторая вещь, если ты что-то делаешь, делай это хорошо. То есть, если ты берешься за какую-то работу, нельзя делать ее абы как, да? Я согласна, что бывают дни, когда ты там чуть-чуть не в ресурсе, когда ты можешь классно перформить, когда не очень, но концептуально ты должен свое дело делать хорошо. Прям вот на 5. Как бы не надо думать, что кто-то за тебя доделает. И, наверное, третья вещь, очень важная, умей делиться. Умей делиться своими детьми, умей делиться своими достижениями, умей делиться своей работой. Это вот про делегирование, но это даже больше, да, больше, чем вот просто, как бы не бойся конкуренции, делись, отдавай, тебе как бы придет это. Супер. И еще, наверное, про не знаю, знаешь, тоже, я вот сейчас не боюсь сказать не знаю, но у меня с моими детьми есть правило, я не разрешаю говорить, это вот тоже одно из правил, я не разрешаю говорить слово не знаю, и когда-то, когда я была руководителем отдела анализа, бизнес-анализа, этот отдел, куда приходят за знаниями, я запрещала говорить слово не знаю. Я говорю, к вам приходят. Не надо мне говорить «не знаю», не надо найдите людям ответ. говорить «не знаю». Идите и найдите этот ответ. Скажите, сейчас мы не можем дать ответ, нам надо 5 минут, 10, там, 5 дней. На любой вопрос можно найти ответ. На любой. Мне Главное очень поискать. нравится. Очень. Вот это основные принципы мои, которых я придерживаюсь и Супер. Но у меня советую всем. Спасибо большое, очень круто, классные. Для меня самой некоторые инсайты. Меня, конечно, никто не спрашивал, но я сама сейчас спрошу.
Спасибо, Василий. У меня есть, наверное, похожее на твое. Я об этом, я всегда, когда... Нету, наверное, советов, да, но есть то, что я обычно своим детям говорю. И первое – это то, что точно нужно находить людей, которые тебя вдохновляют, и кем ты вдохновляешься, но сравнивать себя не с этими людьми, а с самим собой. Вчерашний. Потому что всегда нужно смотреть в зеркало и смотреть, вот это я и какой я. И я хочу быть лучше завтра, чем я себя вижу сегодня в этом зеркале. Это первое. Да? Второе – это, как раз вот ты говорила, делать хорошо, а я говорю, это делать все через любовь. Любовь. Я считаю, что любовь – это мощнейшее какое-то внутреннее оружие человека. Вот как бы парадокс, да, любовь и оружие, но это так и есть. И что бы ты ни делал в этой жизни, не знаю, ты клининг, ты чистишь классно, ты с любовью, не знаю, моешь полы или там моешь чашку, да, там в офисе. Не знаю, ты печешь хлеб, ты делаешь с любовью, и у тебя получается потрясающе, невероятно вкусный хлеб. Ты строитель, ты архитектор, ты проектируешь дом или строишь дом. Если ты его будешь строить как для себя, тогда у нас не будет в городе непонятных там каких-то сооружений, где люди там друг друга слышат через стенку, да. Или, я не знаю, я в HR, я если что-то делаю и даю какой-то сервис, я это делаю с любовью, да, я там какие-то мотивационные программы строю, какие-то программы обучения, я это делаю с большой любовью. И каждый из нас, если там в колл-центре, даже самый сложный клиент, который звонит и тебе кричит, и там тебя, может быть, матом кроет, но когда ты с любовью к этому относишься, это еще на меня влияет моя буддийская философия, да, вот, действительно продукт или проект, который ты делаешь, он получается совершенно другой, и отношение к нему совершенно другое. И третье, я вот еще до эфира, да, делилась с вами, это про смелость, да, потому что когда-то я, будучи там молодой еще студенткой и бесплатно работая в течение 4 месяцев, там обычный рабочий день, при этом я была на практике, я не думала про смелость, но я сделала смелый поступок. Я просто зашла к человеку, там, к высшему руководству Национального банка и сказала, что я хочу у вас работать. Что я к вам прихожу, просто так сижу, да, здесь и каждый день делаю работу, и вы мне не платите за это. Все, это был четверг, а в понедельник мне позвонили и сказали: Тахмина, почему не на работе, вы приняты? И так вы опоздали на свой первый рабочий день. И так я опоздала на свой первый рабочий день, да. Но это вот, я всегда всем говорю, что смелость, да, смелость быть собой, смелость не бояться быть другим, смелость быть неординарным, смелость задавать вопросы, которые тебе могут казаться глупыми, на самом деле абсолютно они могут казаться нормальными, и любые вопросы, они нормальные. То есть вообще смелость, она открывает очень много-много возможностей и ворот, куда можно заходить, да, и заходить нужно тоже смело. Вот эти 3 вещи я бы, наверное... И вот не зря мы пришли сегодня, да, уже можно набраться. И вот это же свод правил, который потом успех не заставляет тебя долго ждать, он сам приходит. Конечно. И позиция тебя ищет сам, и тебя рекомендуют, если ты вот это вот все делаешь, как раз-таки там делаешь с любовью, делаешь все хорошо. Я всегда говорю, на собеседование не нужно приходить на крахмаленной белой рубашке и рассказывать, какой ты крутой, если ты на своем предыдущем там месте ты не был крутым там или не делал все хорошо. А ты знаешь, здесь у меня есть такая история. Я наоборот, когда смотрю на собеседование, когда приходят с очень большой экспертизой люди, и они точно знают, как делать, у меня очень большие сомнения возникают. Когда человек на собеседовании или его предыдущий опыт, он говорит, я точно знаю, как это сделать. То есть я точно знаю, что я его не возьму в компанию, потому что или на работу, или в свою команду, потому что мне не нужны люди, которые точно знают, как делать. Мне нужны люди, которые будут экспериментировать и делать так, как они не делали раньше. И это про другой, мне кажется, немножко майндсет. Я вас слушала, девушки, просто нереальная энергия. Я от вас вдохновилась, напиталась, мне кажется, на следующее еще очень долгое-долгое время. Мне кажется, очень интересный, такой очень глубокий, очень такой нестандартный разговор у нас получился. Мне кажется, мы поговорили там, начиная от и до, обо всем. Еще раз огромная благодарность. Я очень благодарна, что вы есть в компании, что вы вот такие, какие вы есть, что вы строите культуру в этой компании, потому что это не просто про карьеру, это не просто про ваш карьерный путь, да, а это то, как по кирпичикам вообще строилась атмосфера, культура и все, что касается вот этого вот внутренней жизни самой компании. Потому что компания – это тот организм, который состоит из тех людей, которые в нем живут, и компания дышит, и она живая тогда, когда есть такие люди, как вы, живые,
такие драйвовые, настоящие, красивые, а еще и профессионалы, еще достигающие таких крутых и классных высот. Ой, спасибо вам огромное. большое. Спасибо за приглашение. Да, спасибо, правда. Тахмина, за приглашение. Девчонки, спасибо за энергию. Действительно, Да. это очень круто. Мне тоже очень-очень понравилось. Я прям уеду с большим зарядом энергии. Давайте еще подкасты. Нам надо. Да. Мне понравилось, давайте еще. Спасибо.